Друзья, всем привет! У нас новинка для точилки Кадет. Это новые филейные цельнофрезерованные зажимы. Зажимы были изготовлены специально для ножей с тонким обухом, для заточки на минимальные углы. По поводу углов заточки, теперь на них можно затачивать вплоть до 7,5 градусов, а по толщине обуха максимум можно зажать 3,5 мм. Также более тонкие ножи, то есть 3,5 мм и менее, они лучше фиксируются в этих зажимах. Зажимы изготовлены из авиационного алюминия марки 7075 Т6, так же как и стандартные зажимы точилки Кадет. Винт стал немножко короче и также под ключ шестигранный 4 мм. Филейный нож предоставлен товариществом Завьялова, им за это отдельное спасибо. Нож сделан из стали N690 твердостью порядка 62 единиц по роквеллу. Толщина по обуху у нас составляет 1,5 мм, длина клинка 208 мм, а рукоять у нас G10, черная с красными проставками. По углам заточки мы его будем перетачивать сейчас. У ножа сейчас заводская гриндерная заточка. Товарищество Завьялова также предоставляет и кастомную заточки, то есть если вам необходимо, они проводят заточку на точилках профиль. И сегодня мы будем как раз таки проводить такую кастомную заточку. Точить мы будем в 20 градусов общий, угол не является минимальным для этих зажимов. И на финише еще будем использовать арканзас для усиления режущей кромки. И поднятие угла у нас будет на 4 градуса общий, то есть на 2 градуса на сторону. Проведем замер остроты до заточки ножа ради интереса. 34 грамма. Также хочу сказать то, что филейные зажимы можно комбинировать вместе с обычными зажимами, для того, чтобы было больше точек соприкосновения, к примеру, на ножах, которые хорошо гнутся, чтобы они у нас не прогибались во время заточки. Но если мы, опять же, комбинируем с обычными зажимами, угол заточки у нас будет не такой минимальный, как если бы мы использовали только филейные зажимы. Сегодня я буду использовать 3 филейных зажима, то есть комплект, и еще один дополнительный. Я его поставлю сбоку, потому что нож у нас довольно-таки длинный, 208 мм, длина клинка самого. Рекомендуемая же длина самих филейных ножей для заточки на точилке Кадет составляет 20 сантиметров. То есть у нас полный предел по длине. Сейчас я его зажимаю таким образом, чтобы его режущая кромка была максимально параллельна рамке нашей точилки. Я немножко сдвигаю для того, чтобы у нас пятка больше выглядывала, чем кончик ножа, потому что кончик ножа у нас будет очень хорошо прогибаться. И для того, чтобы этого не происходило, на пятке у нас толщина обуха больше, чем на кончике, и она более жесткая. Заточку мы будем начинать с камня Barite PC 320. Почему я не беру обдирочный камень? Потому что грубую обдирку данного ножа нам делать не стоит. И на финише мы будем переходить на арканзас. Толщина арканзаса у нас отличается от камней Barite. Соответственно, я воспользуюсь компенсатором толщины абразива, для того, чтобы угол у нас не изменялся. Так, я зажал камень, зафиксировал его и устанавливаю его в держатель абразива. Камни Barite PC, я напомню, что они работают не только до 62 единиц по роквеллу, они могут работать по более твердым сталям за счет своей связки. Камни помягче, чем серия Т2, к примеру, работают гораздо быстрее, и вплоть до 65-64 единиц они могут спокойно работать. Я наношу сейчас на камень жидкость от компании Barite, называется она Brilux. С этими камнями она отлично работает. Ну и воспользуемся электронным угломером для того, чтобы выставить угол заточки. Обнуляемся на держателе абразива, устанавливаем на площадку. Так, сейчас у нас 8,3. Оставляем фиксирующий винт. Также не забываем про ограничители. Их желательно выставить для того, чтобы камень во время заточки у вас не уходил с ножа и тем самым не царапал ваш нож. Следующий камень у нас будет 600, также Barite серии PC.
И работать мы будем с жидкостью Барилюб. Нож перевернули и прямо по заусенцу сейчас протачиваем 600 камнем. Перешли на 900 барайт PC. Уменьшаем риску от предыдущего камня. Перешли на барайт PC 1200 и после него мы уже будем переходить на природный камень Arkansas Translucent. Так как мы будем финишировать нож камнем Arkansas, который не имеет бланка, лучше всего его зажимать в универсальных упорах, которые позволяют надежно фиксировать камни как с бланком, так и камни, которые не имеют бланка. Для того, чтобы заменить упоры, нам понадобится шестигранная отвертка на 1,5 мм. Откручиваем задний упор, ослабляя винт фиксирующий, и снимаем передний упор. Также передний упор, который имеет ушки, вставляем на штангу, и задний упор фиксируем отверткой на 1,5 мм. Также, чтобы у нас угол заточки не изменялся, мы опускаем компенсатор на толщину нашего камня, устанавливаем его в держатель абразива и после чего будем выставлять необходимый нам угол. Мы будем поднимать угол заточки. По желанию владельца он составит 11,5 градусов на сторону или же 23 общий. Устанавливаем электронный угломер на держатель абразива, обнуляем, ставим его на площадку и добиваемся необходимого угла. Давайте 11,5 сделаем. Все, попали. Зафиксировали. На камень Arkansas мы добавляем масло для заточки. И чтобы у нас заточка шла быстрее, мы добавляем пасту Luxor белую. Наводим суспензию. Так как мы сейчас будем создавать микроподвод на нашем ноже, этим самым мы усилим режущую кромку, нож у нас будет еще острее, мы уберем оставшийся заусенец, ну и нож будет дольше держать заточку. Приступим. Также еще хочу сказать то, что одна из особенностей филейных зажимов для точилки Кадет — это укороченные винты. При перевороте ножа камень не задевает выступающую часть винтов. Сейчас с каждой стороны по одному разу проходимся. Так несколько раз, чтобы убрать заусенец до конца. Мы заточили филейный нож. Заточка у нас получилась довольно-таки острая. Чистый подвод, и в районе режущей кромки есть микроподвод. Как раз таки от Arkansas. Матовый, режущая кромка ровная, не имеет заусенца. Проверим остроту после заточки. 14 грамм. Мы получили просто бритвенно-острый филейный нож от товарища Завьялова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.